что, настал тот день, когда мы загнали машину и будем открывать мотор. А почему? Потому что на последней тренировке у нас что-то пошло не так. Точнее, боком все пошло так, а вот с мотором что-то пошло не так. В общем, появился какой-то лишний звук, который мне не понравился, похожий такой на... Да. Вот. И сейчас будем разбирать мотор, дефектовать, смотреть, что там внутри. Ну и ремонтировать, соответственно. Четвертый. Ну, 7. Что-то это уже плохо. 9. 9. 9. Получается у нас что? У нас что-то с четвертым цилиндром. Там 7. Отсоединим выхлоп, подсоединим пайпы, трубки, проводку, все, что нам мешает, и дернем. Собственно, я этим занимаюсь. Что-то здесь был пожар какой-то, масляный пожар. В каждой машине должна быть частичка Subaru. В принципе, это, конечно, ни к чему хорошему не приведет, но у нас-то все хорошо ездит. Ну мы что, все сняли, отсоединили, осталось всего только дернуть. Ну что, мотор наружу, ура, мы это сделали, мы справились. Сейчас вытащим машину, затащим мотор и будем разбирать. Смотрите на мой канал внимательно. Поднимай. А также ставьте лайки, подписывайтесь, звоночки. Сняли мотор, долго мучились, первый раз с Ниссаном, но не суть. Мы все-таки его победили, сняли вместе с коробкой, время уже позднее, завтра начнем его разбирать. Нашли несколько моментов, которые надо сразу делать, там сальнички поменять, коробка он вся течет. Ну так, в принципе, вот он, маленький, симпатичный. Начнем разбирать мотор. Первый раз разбираю ниссановский мотор. До этого были одни Subaru. Ну, говорят, Nissan попроще. Посмотрим, что там внутри. Прям интересно. Так, сейчас мы снимем с него впуск, выпуск, навесное. И хочу снять головку, вообще посмотреть хотя бы так визуально, что там с цилиндропоршневой группой. По крайней мере, состояние цилиндров и хона мы увидим. Мануал, как это все делается. Ничего не запомнил. Не, ну запомнил, конечно. Но все же. Иди сюда. Пуска, иди сюда. Вроде все открутил. Ну да. Вот он, красавец. Пустой. Масла нет. Мы слили масло. Ну, с поддона, как положено, открутили пробочку, слили масло. У нас слился максимум литр. Куда делать масло, непонятно. Перед тренировкой масло проверял, был уровень. Ну и как-то странно, никогда не видел, чтобы не было масла в фильтре. То есть, ну, вообще сухой. Чудеса.
Конечно, всегда. Я даже не уронил. Тяжелее. А тут с коллектором у нас косячок. Вот он раз косячок. Видно на камеру трещину? Вон трещинки. И где-то еще был. И вон там, куда приварен от Westgate. Видно? Видно. Короче, под вот этим фланцем, между фланцем Westgate и фланцем турбины, там у нас трещина. Не знаю, как туда залазить варить, но она там есть. Либо выкинуть этот коллектор и купить хороший. Навесной сняли. Приступаем к откручиванию головки. Сейчас снимем крышечку, посмотрим, что подлиннее. Мотор очень грязный, налет бешеный просто. Масло отвратительное, вообще нагар не снимало, то есть я его спокойно пальцем оттираю. Это грустно. Разбираем дальше. Вкладыш 4-го цилиндра. Видите, я сейчас потяну вниз. Вот, 4-й цилиндр пошел вниз. Шлеп. Слышно было? Еще раз. Все-таки это был вкладыш. Что, сняли мы головку. Увидели, что было масляное голодание небольшое, подзадрало одну шейку распредвала. Ну, не сильно, точнее сильно, но ездить можно. Вот, мы ее там подшлифуем слегка и поедем. Что я выяснил, смотря сюда. Хон везде целый, вот, то есть по выработке ничего не скажу, буду промерять, на глазок я лечить не умею. По фотографии не ремонтирую. Вот. Ну что я заметил, у нас 4-й цилиндр вкладыш стучит. То есть, ну, я это сделал обычным путем. То есть, вот пошел 4-й цилиндр вниз. Ну, и мы его просто пальцем толкаем и слышим стук. Вот. Собственно, что разбирать будем сейчас дальше. Смотреть, что там ниже. Смотреть, в каком состоянии вкладыш, провернула его или не провернула. Смотреть состояние, все промерять, мыть. Ну и делать, надо дубасить уже.
Кусочек вкладыша. Что мы видим? Мы видим масло на соус. Нам повезло. У нас колено выжило, потому что вкладыш не провернуло. Его просто чуть-чуть покушало. Вот. То есть что мы будем делать? Мы сейчас все снимем, все промерим. Промерим цилиндропоршневую группу на износ. И уже сделаем какие-то выводы, что с этим делать дальше. Поршень в отличном состоянии. Наш вкладыш. Чуть-чуть просто его покушало. Короче, его подзабило. Начало долбить. Забило масляный канал. Чуть-чуть его так сдвинуло. И все. И давай наматывать. Я очень рад, что причина ясна. Что она у нас такая несложная. Никаких серьезных последствий нету. Было масляное голодание. Я так подозреваю, в этом виноват я, хотя я вроде проверял, но не суть. В общем, что у нас все целое. По визуальному осмотру поршня не потертые, выработки нет, хон на месте. У нас чуть-чуть покушало вкладыш, но его не провернуло, что очень хорошо. То есть у нас, значит, и коленвал целый, мы его просто полирнем и поставим обратно. Ну, скорее всего, все равно все это сейчас будем промерять. Померим зазор на колечках, в допуске, не в допуске. Там уже решим, новые колечки или эти оставим родные. Но я вижу, что у нас все очень хорошо, но очень все грязно. Масло было прям плохое. Мотор в налете. То есть я перчаткой оттираю налет. Ну, это никуда не годится. Смотрим дальше. Все летает. Вот это даже не потертый вкладыш. Идеальный, вообще просто идеальный износ. Я такого не видел, Subaru так не умеют. Пятнышко контакта было. Это его чуть-чуть перегрели. Чуть начало хватать. Я помечаю поршни. Это первый. Четвертый, 4 точечки. Раз точечка. 2 точечка. Все аккуратно, красиво. Подписан. 5-й. Бугеля у нас подписаны. Это хорошо. Но мы сделали это с мотором. Ну, в смысле, разобрали его. Вот, мои белые перчатки превратились в черные. Срач, грязь, фу. Мотор нормальный. Завтра я все это дело, все, что я с него разобрал, блок, все отмою, помою, очищу, чтобы это можно было все замерить, промерить, прийти к какому-то выводу и уже думать, что заказывать, что покупать, что менять, что делать с мотором. Ну, понятно, что вкладыши, ну, как бы понятно, шлифуем блок и головку, тоже понятно. Судя по всему, его перегревали, потому что здесь прокладка осталась на плоскости, она, ну, как бы не сдирается, часть прокладки осталась, вот ее хорошо видно, то есть, ну, померим
поршня, цилиндры, померяем зазоры в кольцах, может, возможно, даже эти же кольца и расставим родные. Обязательно посмотрим маслонасос, его проверим, тоже по щупам пройдем. Коленвал, само собой, на биение, на изгиб. Блок разбирается очень легко, это не Subaru. Все просто, все быстро. Я думаю, соберет тоже быстро, просто, наверное. Отмыли мотор. Отмыл мотор. Ну так, по-быстрому, чтобы руки не пачкать, чтобы потом этими грязными руками мерительный инструмент не щупать. Лучше перчатки белые или белыми. Вот. Так что, в общем, сейчас будем мерить. Я хочу начать замер с колец. То есть у нас есть такой мануал. Ну, он есть в интернете, я его скачал, распечатал. Самое важное, что мне нужно отсюда. Вот, и по нему я сейчас посмотрю зазор на кольцах. Вот и промерю сейчас колечки. Надо их менять, не надо. Так, я вот их пометил. Это 4-й, 1-й, 2-й, тут это 3-й, 3-й. Начну с 4-го, потому что он у нас стучал. Он самый дальний от маслонасоса, я так подозреваю, что у него самый большой износ. Ну и компрессия в нем была 7,5. Нам нужно сколько? 11 нам нужно. Как это делается? Берется первое компрессионное кольцо. Первое компрессионное кольцо. Так, ставим первое компрессионное кольцо. Берем поршень, тоже взял 4-й. Просто так, на всякий случай. Просунули. Так, в общем, вот этот зазорчик в колечке, замочек. У нас есть вот такой мануал. В нем мы видим размерчики. То есть берем щуп. Да, это называется щуп. Это пластинки разной толщины, они подписаны. 0,7 мм, 0,65 мм. Вот. Вот 1 мм. Толстый. У нас получается максимальный зазор допустимый. 0,39 мм. У нас 0,39 нету, у нас есть 0,4 мм. Сейчас мы его засунем. То есть, если у нас он в щелочку провалится и будет болтаться, ну, дальше смысла мерить нету. То есть, зазор больше максимально допустимого. Ну вот. Так оно и есть. То есть, вот его видно? Просунул. И он там еще болтается. Так что кольца под замену. Поршневую я не мерил, но чисто визуально, если посмотреть на поршневую и на цилиндры, выработки на них нету. То есть никаких притираний, ничего. Поршень в отличном состоянии. Еще у нас есть такой параметр, как эллипсность цилиндров. Вот. Ну, я их до этого замерил, если честно, уже. У нас получилось 2 сотки. Ну, покажу, как это делается.
Нет, не покажу, как это делается. Надо перекручивать прибор. Ладно, перекручу прибор. Как это делается? Вставляем. Выставляем минимальное значение на 0. В этой плоскости у нас на 0. Смотрим относительно этой плоскости, что у нас в этой плоскости. И видим расхождение в 0,02. То есть до 0 у нас не доходит 0,02. 0,02 это совсем мало. Судя по книге, по мануалу, ладно, не буду обманывать, сейчас еще раз посмотрю, там 0,2. Да. Лимит 0,2 у нас. А у нас 0,02. То есть мотор, можно сказать, идеален. Тем же самым способом, что и цилиндры, замерим разнос по плоскостям здесь. Я это все говорю простым языком, там, не заумным, и там особо не хейтить, если что, вдруг. Я это делаю вот так, зажимаю в тиски, не сильно. Оттягиваем динамометрическим ключиком. Берем приборчик и пошли мерить. То же самое выставляем на 0 и смотрим. 0,03. У нас шатун разбитый на 0,03. То есть здесь у нас не круг, а эллипс. На 0,03 разбито. Это тот, который стучал. Возьмем любой другой. Делаем то же самое. Ноль. Крутим. Ну и видим то, что здесь все у нас четенько. Здесь у нас полноценный круг. Промеряем таким образом все. Я разбираю маслонасос. Вот. Надо его померить. Ну, судя по всему, насосу хана. Его здесь у нас задрало. Там риски я в перчатках даже чувствую. То есть должно быть вот так. В общем, маслонасосу плохо. Его всего пожевало. Я не знаю, видно, не видно на камеру. Побило вот это все дело. Короче, он хорошо поработал со стружкой. Короче, сильно покоцана крышка и покоцана... То есть сами шестерни, они живые. На них просто полоски. То есть ноготь не цепляется. Ни здесь, ни здесь. Вот, а вот крышка и вот это вот само тело здесь прям очень сильно.
по зазорам все четко. То есть щупом промерил, по зазорам все в норме. Мы замерили. У нас колечки изношены. Блок хороший. Шатуны, что касаемо шатунов. Один шатун ему прям плохо. Два шатуна идеальных. Один шатун там сотка. Маслонасос тоже под замену. Он весь покоцанный. То есть он работал со стружкой, терся. Ни к чему хорошему этого не привело. Но по зазорам, в плане щупом мы его промерили. Зазоры все в номинале. Все отлично. Но вот это вот, то, что он покоцал крышку и тело, мне это не нравится, я лучше его поменяю, перестрахуюсь. Насчет колена. Коленвал, я его не мерил, я его отвезу, его померят на изгиб, сразу промерят шейки. Вот, я так думаю, ну, визуально его осмотрев, он, в принципе, нормальный. Я не видел его смысла самому мерить, потому что все равно вести и платить деньги за промерку, пусть его сами ребята и промерят полностью. Что касается вывода. Вывод. Везем блок, точим плоскость, набиваем хон заново, потому что там в некоторых местах есть пятнышки, где хон подтерся. Собственно, все. В остальном блок отличный. Насос меняем, колечки заказываем, новые, оригинальные буду заказывать кольца. Поршневая вся четкая. Шатуны я отнесу тем же ребятам, кто будет с коленвалом воевать. Ну, то есть, что делается с шатуном? Бугель торцуется, все это стягивается, и они здесь заново набивают круг. То есть, ну, шатуны восстанавливаются, это несложно, не тяжело, несложная работа, все делают. Я думаю, я все шатуны, абсолютно все сделаю под один номинальный размер, чтобы не играть с таблицей вот этих вкладышей. Там 6 градаций стандартных вкладышей. Это, ну, каждый нужно замерить, вычислить, записать. Я так подумал, я лучше шатуны отнесу, мне их торцанут, все один размер сделают и вот так. Но это что касается шатунных вкладышей. Коренные вкладыши там, конечно, скорее всего, придется все-таки по градациям подбирать. Но опять же, это будет понятно только когда мне сделают колено. Я опять это колено промерю коренные, ну, бугеля, постель коленвала промерю, и тогда будет ясно. Вот, собственно, все.